Вы просыпаетесь, проводите день, думаете свои мысли, чувствуете эмоции, и все кажется нормальным. Вопрос в том, кто на самом деле переживает все это. Если ваш разум постоянно генерирует мысли, тревоги и суждения, кто же тот, кто слушает? Большинство людей проходит через жизнь, так и не задавшись этим вопросом. Они просто предполагают, что голос в их голове — это они сами. Но так ли это? Когда вы начинаете исследовать этот вопрос, происходит нечто странное. Многие считают, что контролируют свой разум. Но если это так, почему тогда разум так часто кажется нам контролирующим нас? Вы, вероятно, замечали, что не выбираете свои мысли. Они просто появляются. Некоторые знакомые, некоторые случайные, а некоторые совершенно нежелательные. Вы не садитесь и не говорите: «Сейчас подумаю об этом». Это происходит автоматически. Иногда кажется, что ваш разум — ваш худший враг. Вы хотите сосредоточиться, но мысли отвлекают вас. Вы хотите быть счастливыми, но сомнения проникают в ваше сознание. Вы хотите спать, но ваш мозг не дает покоя. Но реальный вопрос заключается в том, что если вы действительно контролируете себя, почему это происходит? Почему вы не можете просто решить быть спокойным, мирным и счастливым в любое время? Проблема в том, что «я», которым вы себя представляете, на самом деле не является истинным «я». Большинство людей живут запертые в своих мыслях, веря в них как в реальность. Но мысли — это не реальность, это всего лишь истории, нарративы, которые формируют наши чувства, реакции и восприятие самих себя. Тем не менее, мы относимся к ним как к истине. Давайте проверим это. Представьте, что вы сидите в тихой комнате, ничего не происходит, все спокойно. Но вдруг появляется мысль: что, если я ошибусь? Ничего не произошло, но мгновенно вы чувствуете стресс. Даже ваш пульс может участиться. Предсказала ли будущее эта мысль? Изменила ли она реальность? Заслуживала ли она такой реакции? Тем не менее, она контролировала вас, потому что вы в нее поверили. Вот насколько мощными могут быть мысли. А что, если бы вы могли видеть их такими, какие они есть? Просто проходящие облака на небе, шум на заднем плане, истории, которые имеют силу только если вы их слушаете. Причина, по которой большинство людей страдает, не в реальности, а в историях, которые их разум рассказывает о реальности. Если незнакомец посмотрел на вас странно, ваш разум может сказать: «Они думают, что я странный, я, должно быть, что-то сделал не так, людям я не нравлюсь». Но является ли это правдой? Может быть, и скорее всего. Они просто были погружены в свои мысли, может, у них был плохой день, а может, они даже не заметили вас. Разум похож на чрезмерно заботливого друга, который постоянно пытается подготовить вас к худшему сценарию, но при этом часто создает проблемы, которых не существует. Чем больше мы верим этим историям, тем больше оказываемся в ловушке. Выход начинается с осознания, что вы — это не ваши мысли, а наблюдатель за ними. Когда вы слушаете это, в вашей голове звучит голос, комментирующий все. Этот голос — это не вы. Вы тот, кто его слушает. Как только вы это осознаете, вы получаете то, чего у большинства людей нет — выбор. Выбор — игнорировать мысли, которые тянут вас вниз. Выбор — отпустить установки и нарративы, которые вам не служат. Выбор — начать жить в настоящем. Потому что жизнь происходит не в ваших мыслях, а прямо сейчас. Иллюзия не исчезает, просто потому что вы заметили ее однажды. Она продолжает тянуть вас обратно, потому что разум работает в режиме автопилота уже много лет.
Шаблоны, реакции, бесконечные петли, они укреплялись снова и снова. Даже когда вы начинаете видеть мысли такими, какие они есть, они не просто исчезают. Они продолжают приходить, пытаясь вернуть вас в свой мир, шепча, убеждая и соблазняя вас снова поверить в них. Именно здесь большинство людей снова попадает в ловушку. Многие думают, что поняли, что мысли — это не я. Но затем приходит плохой день, всплывает в памяти событие, появляется тревога о будущем, и вдруг человек снова оказывается в идентификации. Он забывает, что верит своим мыслям, снова чувствует себя поглощенным эмоциями и действует так, как будто никогда не видел правды. Это объясняет, почему пробуждение от иллюзии не одноразовое событие, а практика, постоянное напоминание. Большинство людей воспринимают самоосознание как что-то, что можно достичь, но на самом деле это привычка. Это способность ловить себя снова и снова, не только в легкие моменты, но и в самые трудные. Когда вы можете замечать иллюзию в реальном времени, вы начинаете жить иначе. Неконтролируемые эмоциями, не запертые в ненужных страданиях, не застрявшие в бесконечном цикле реакций. Когда вы движетесь по жизни с ясностью, это меняет все. Если мысли — это просто шаблоны, если эмоции — это просто энергия, проходящая через вас, если ваши реакции — это просто условные привычки, то что же тогда реально? Кто тот, кто стоит за всем этим? Существует нечто, что наблюдает за мыслями, но не является ими. Нечто, что чувствует эмоции, но не определяется ими. Нечто, что испытывает жизнь, но не определяется ни одним единственным опытом. Это не голос в вашей голове, не личность, которую вы построили, не роли, которые вы играете в жизни, а осознание, которое просто здесь, наблюдая. Это присутствие за всем этим. Как только вы осознаете это не просто как идею, а как реальный опыт, вы становитесь неуязвимыми. Мысли могут все еще приходить, но вы не гонитесь за ними. Эмоции могут подниматься, но вы не тонете в них. Проблемы могут возникать, но вы не теряете себя в стрессе. Вы видите их такими, какие они есть. Просто проходящие облака на небе. Вы — это само небо. Это и есть начало настоящей свободы. Не контролировать мысли, не заставлять себя быть позитивным, не бороться с эмоциями, а выйти за пределы всей игры. Когда вы понимаете, что игра — это просто игра, вы перестаете воспринимать ее так серьезно. Большинство людей не осознают этого, но были гипнотизированы с момента своего рождения. Не в драматическом научно-фантастическом смысле, а в том, что ваше восприятие реальности было сформировано слоями кондиционирования и программирования. С детства вас учили, кто вы, во что верить, как думать, чего бояться и чего добиваться. Ваше имя, ваша национальность, ваши взгляды на жизнь, ваши идеи об успехе, ваши предположения о счастье — все это было дано вам, и вы впитывали это, кусочек за кусочком, пока это не стало вашей привычной линзой восприятия. Но действительно шокирует то, что тот человек, которым вы думаете, что являетесь, это не вы. Тот, кто реагирует на жизнь, кто гонится за вещами, кто боится, кто держится за свою идентичность — это всего лишь результат кондиционирования. То, что вы считаете собой, это не настоящее «я». Это сконструированная версия вас, сформированная опытом, культурой, образованием и социальными ожиданиями. Это маска, которую вы носите, не осознавая этого. Настоящее «я» — это то, что наблюдает за всем происходящим, то, что было здесь до ярлыков, страхов и мнений других. Поскольку вы так привыкли идентифицировать себя с этой сконструированной личностью, вы принимаете ее за реальность. Именно поэтому большинство людей страдают,
Они не видят реальность такой, какая она есть, а воспринимают ее через искаженную призму своих убеждений, страхов и предположений. Когда что-то происходит, вместо того, чтобы воспринимать это таким, какое оно есть, люди воспринимают это через историю, которую к этому прикрепляют. Например, когда они встречают нового человека, вместо того, чтобы видеть его таким, какой он есть, они судят его на основе прошлого опыта. Когда они сталкиваются с трудностями, вместо того, чтобы справиться с ними, они помечают их как слишком сложные или несправедливые. Проблема заключается не в том, что происходит на самом деле, а в том, как ум это интерпретирует. И поскольку они никогда не ставят под сомнение эту интерпретацию, они живут в тюрьме, созданной собственным разумом. Таким образом, реальный вопрос не в том, кто я, а в том, через что я вижу жизнь. Ваши мысли, эмоции и идентичность — это не реальность, это интерпретации реальности. Это похоже на фильм, который идет на экране. Вы можете потеряться в нем, эмоционально привязаться к персонажам, чувствовать страх, радость, гнев и печаль, но экран остается нетронутым. Вы не фильм, вы экран. Если вы не ваши мысли, эмоции или идентичность, то почему вы чувствуете себя под их контролем? Потому что вы все еще верите в них. Вы все еще думаете, что страх реален, что сомнение реально, что нарратив в вашей голове — это абсолютная истина. Но это всего лишь шум, обусловленная реакция, работающая на автопилоте. Когда вы перестаете верить в этот шум, вы перестаете быть ведомыми эмоциями и застревать в раздумьях. Вместо этого вы просто видите это как фоновый шум. Он есть, но не контролирует вас. Это и есть истинный внутренний мир. Не контролировать мысли, не бороться с эмоциями, не заставлять себя быть позитивным, а просто отступить так глубоко, что вам больше не нужно этого делать. Как только вы выходите за пределы шторма, вы понимаете, что никогда не были бурей. В этом пространстве свобода. Свобода двигаться по жизни с ясностью, чувствовать, не утопая, думать, не закручиваясь в спираль, и существовать, не будучи поглощенным. Когда вы живете из этого пространства, ничто больше не может вас потрясти. Что происходит, когда вы выходите за пределы мыслей, эмоций и самого себя? Когда вы перестаете привязываться к чему-либо, хорошему или плохому, вы перестаете искать. Вы перестаете пытаться исправить себя, перестаете искать счастье в будущем и стремиться к воображаемой лучшей версии себя. Вы начинаете жить, не гоняясь и не контролируя. Чтобы увидеть и почувствовать наблюдателя, найдите тихое место и удобно устройтесь. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании, наблюдая, как воздух входит и выходит. Обратите внимание на свои мысли, позволяя им быть как персонажам в фильме. Спросите себя, кто тот, кто наблюдает за этими мыслями, и постарайтесь ощутить, что есть часть вас, которая просто наблюдает, не вовлекаясь в происходящее. Обратите внимание на моменты тишины между мыслями. Это пространство, где находится ваш наблюдатель. Если возникают эмоции, наблюдайте за ними, не пытаясь изменить или подавить. Задайте себе вопрос: кто я без своих мыслей и эмоций? Это поможет углубить понимание своего истинного «я». На регулярной основе важно отслеживать свои мысли. Путем выявления повторяющихся мысленных шаблонов вы сможете понять, какие убеждения формируют вашу личность. Это позволит вам увидеть, как ваши мысли влияют на эмоции, а эмоции, в свою очередь, оказывают воздействие на тело, выявляя блокировки на физическом уровне. Регулярная практика осознания своих мыслей поможет вам выйти из ловушки нежелательных паттернов и переопределить себя, создавая новые, более подходящие убеждения. Этот процесс саморефлексии
по сути, связан с формированием аффирмаций. Однако важно, чтобы эти положительные утверждения были сформулированы вами самостоятельно, отражая ваше индивидуальное восприятие. Такой процесс саморефлексии требует очень много энергии. Напротив, эмоционально насыщенные негативные события могут служить источником практически неограниченной энергии. В отличие от этого, положительные эмоции зачастую не обеспечивают такой же энергетической подпитки, что объясняет трудности, с которыми сталкиваются люди в практике визуализации и работе с позитивными чувствами. Поэтому рекомендуется дополнить практики саморефлексии физическими упражнениями, чтобы обеспечить баланс между духовным и материальным аспектами вашей жизни. Вот еще несколько вопросов, которые помогут углубить осознание наблюдателя и осознанности в процессе. Какая будет следующая мысль? Откуда придет следующая мысль? Кто наблюдает за этими мыслями? Что происходит в моем теле сейчас? Каково это просто наблюдать? Что я могу почувствовать в тишине между мыслями? Как мои мысли влияют на мои эмоции? Что произойдет, если я отпущу эту мысль?